Рассмотрим порядок рисования основных линий Layout. Основные линии рисуются с помощью инструмента линии. Здесь имеется два варианта: линия и от руки. Линия от руки. Для того, чтобы активировать инструмент, необходимо нажать, и далее курсор превращается в подобие карандаша, и выбрать точку, откуда мы будем рисовать линию. В любом поле можем щелкнуть, появляется начальная точка, и далее можем выбрать необходимое направление и щелкнуть еще раз. И при этом линия будет нарисована, а инструмент линия позволяет дальше рисовать линию, используя конечную точку первой как начальную точку второй. Кроме того, можно использовать инструмент линия для точного введения и точного построения размеров линий. Для этого щелкаем начальная точка, указываем направление, и в поле измерения отображается длина линии текущая. Можем ввести сюда значение. Например, я ввожу 60, подтверждаю Enter, и линия у меня нарисовалась длиной 60 мм. Кроме того, инструмент линия позволяет строить точки, начальные, конечные точки с использованием координат. Вариантов координат есть три. Это абсолютная, относительная и полярная. Самый удобный рассмотрим вариант. Это вариант, когда используются относительные координаты. То есть не надо высчитывать координаты от начала координат, не надо полярные высчитывать углы, а просто задаем положение следующей точки относительно конца линии. То есть изображаю линию, щелкаю один раз, далее в поле измерения ставлю значение относительное, как должна измениться линия относительно этой точки. Например, 30, английская запятая, 40, и подтверждаю Enter. У меня нарисовалась в указанном направлении линия, которая будет иметь необходимые координаты по отношению к предыдущей точке. Вот такой вариант есть вычерчивания линий. Кроме того, есть вариант вычерчивания линий от руки. Активируем инструмент, и далее мы можем изобразить все, что нам необходимо, кривую линию, любой формы, которая нам заблагорассудится. Конечно, для того, чтобы линию нарисовать четко, значит, необходимо рисовать медленно. И, кроме того, необходимо определенный навык для того, чтобы получались линии такие, какие мы хотели бы увидеть. Такой кривизны, которая нам нужна. Собственно, это все, что касается линий. Значит, кроме того, с линиями связан непосредственно еще один инструмент, называется он точка ввода. Это, собственно говоря, не инструмент, а подсказка. Давайте нарисуем линию. Вот я рисую линию, и вы видите, здесь высвечивается на экране красный пунктирчик. Этот красный пунктирчик показывает в данном случае горизонтальное направление. И мне достаточно, что если оставить красный пунктирчик, ввести длину линии, например, 60, и линия нарисовалась. Затем, если я перейду в эту конечную точку и еще попытаюсь задать направление линии, то у меня может быть вариант зеленая линия, может быть красная линия, и может быть линия еще по диагонали пурпурная линия. Вот три варианта таких могут быть линий, да, подсказок. В данном случае у меня вот здесь мы видим, да, зеленый, красный. Для того, чтобы эти направления выбрать автоматически, то можно управлять подсказкой с помощью стрелок.
При этом зеленый — это стрелка вверх, красный — это стрелка влево-вправо. Вот красный раз, вот, например, красный раз и красный в другую сторону. Если я вот направлю и нажму красный, показывает красный. Ну и можно по диагонали. Это стрелка вниз. Вот эта стрелка должна показывать направление по диагонали, если это возможно. Вот такой смысл точки вывода и порядок работы с этой точкой вывода.